2005 год. Реал Мадрид против Барселоны. Ты только что забил второй гол. Обошел защитника, уложил вратаря и теперь стоишь посреди переполненного Бернабеу. И вдруг случается невозможное. 80 тысяч фанатов главного соперника встают со своих мест и начинают тебе аплодировать. Не своей команде, не красивому футболу, а именно тебе. Со времен Диего Марадона такого не делал никто. Ты – лучший игрок мира. Человек, который заставил футбол снова выглядеть веселым. Даже маленький Лионель Месси смотрит на тебя как на супергероя. Но через 3 года тебя выгонят из Барселоны. В 28 лет. В возрасте, когда великие обычно только начинают свой пик. Как человек, которому аплодировал весь Бернабеу, исчез так быстро. И почему самый яркий футболист своего поколения сгорел раньше всех? Ты – Роналдиньо. И это вся твоя жизнь. Ты рождаешься в Порту-Алегре. Деревянный дом, бедный квартал. Отец Жоау работает сварщиком на верфи и по вечерам подрабатывает охранником на парковке. Мама Мигелина продает косметику и учится на медсестру. Главная надежда семьи – старший брат Роберто. У него талант, у него шанс вытащить всех. На время это даже получается, клуб помогает семье переехать в нормальный дом, появляется бассейн, символ того, что жизнь может быть другой. И именно там, когда тебе 8, все ломается. Отец умирает от сердечного приступа. Роберто за одну ночь становится взрослым и становится твоим вторым отцом. Тебя рано замечают, потому что ты играешь так, будто мяч – часть тела. На юношеском турнире Ю-17 ты забиваешь 23 гола за один розыгрыш. Для кого-то это статистика, а для Гремио – сигнал тревоги. Появился особенный. Ты переходишь в систему клуба, а в 1998 дебютируешь в профессиональном футболе. Твоя игра сразу отличается от привычной бразильской дерзости. Ты финтишь не ради унижения соперника и не ради хайлайта. Ты финтишь, потому что иначе не можешь. В первом большом сезоне ты помогаешь Гремио взять Кубок Бразилии. Тебя начинают обсуждать по стране, кто этот парень. А Европа, где крутятся деньги, начинает смотреть в твою сторону все пристальнее. В 2001 ты оказываешься в ПСЖ. По логике футбольного мира это должен быть трамплин. Ты приезжаешь молодым, легким, уверенным, что футбол сам все объяснит. И Париж встречает тебя как город, который умеет соблазнять. Ночная жизнь здесь не хуже, чем дома, только ярче и бесконечнее. А тренировки, режим, тактика – все это выглядит скучным по сравнению с тем, как легко у тебя получается на поле. Но ПСЖ – это не двор, где тебя прощают за улыбку. Тут ждут дисциплины, схем, правильных решений. И начинается конфликт. Твоя свобода против европейского контроля. На матчах ты все еще творишь магию, но вокруг магии растет хаос. И ты еще не знаешь, что именно этот разрыв станет твоей главной темой на годы вперед. Тренер Луис Фернандес позже скажет о тебе то, что европейские тренеры обычно говорят с раздражением. Ты не любишь тактическую дисциплину. Ты любишь ночь. Любишь жизнь, любишь ощущение, что футбол – это продолжение праздника. Опоздания, странные ритмы, споры из-за режима – все это становится фоном. Но есть проблема. На поле ты делаешь больше, чем от тебя требуют. Ты можешь исчезнуть на 10 минут и потом одним касанием открыть матч. Ты можешь нарушить правильную структуру и именно этим разрушить оборону соперника. ПСЖ будто разрывается между двумя чувствами. Тебя сложно контролировать, но невозможно не выпускать. Ты сам живешь в этом противоречии. И пока мир спорит, какой ты – гений или проблема. Судьба готовит тебе турнир, где тебя увидят все сразу. Чемпионат мира 2002 превращает тебя из яркого имени в глобальное явление. Ты выходишь в атаке с Роналдо и Ривалдо 3R, комбинация, от которой мир ждет шоу. И ты даешь шоу так, как умеешь. С улыбкой, с дерзостью, с ощущением, что мяч слушается не правил, а настроения. Матч с Англией становится твоей сценой. При счете 1-1 ты подходишь к штрафному, и происходит удар, который до сих пор спорят, как назвать. Навес или выстрел. Мяч перелетает Симена и падает точно под перекладину, как будто ты заранее знал траекторию воздуха. Ты потом честно скажешь: целился в ворота, но не туда, куда попал. Вы выигрываете чемпионат мира, и в 22 ты возвращаешься домой чемпионом. Не просто талантливым парнем из Порту-Алегре, а человеком, которого теперь знают все. Вокруг тебя меняется воздух, ты выходишь на улицу и чувствуешь, что тебя видят иначе. Твой футбол больше не местная история, а мировой продукт.
Европейские клубы начинают считать тебя по-настоящему. Сколько стоит такой игрок? Сколько он принесет на поле? Сколько радости он может дать стадиону? Ты становишься феноменом, который сложно упаковать в цифры, и одновременно появляется тонкая опасность. Когда весь мир говорит, что ты гений, легко поверить, что этого достаточно. Но вершины в футболе коварны. Они не предупреждают, когда начинают уходить из-под ног. Лето 2003-го. Реал строит Галактикос и собирает звезды как созвездие. Зидан, Роналдо, Фигу. Твое имя логично должно стать следующим. Но в какой-то момент выбор делается не про футбол. Говорят, в руководстве обсуждают бренд, внешний образ как маркетинговую красоту, и ты в этих разговорах проигрываешь. Звучит абсурдно. Лучший игрок мира будущих лет оказывается неподходящим из-за внешности. Но именно так иногда работает большой клуб. Тщеславие побеждает здравый смысл. Манчестер Юнайтед тоже ведет переговоры, но остается ни с чем. И цепочка последствий уходит далеко. Англичане берут вместо тебя 18-летнего Криштиану Роналду. Мир потом назовет это одним из главных поворотов эпохи. А ты просто едешь туда, где тебя действительно хотят. В кризисную Барселону, которая нуждается не в бренде, а в спасении. Ты приходишь в Барсу, которая устала от себя самой. Долги, тренерская чехарда, сезоны без титулов, 6-е место в лиге. Клубу нужен новый смысл. Тебя делают лицом проекта не потому, что ты идеальный, а потому, что ты способен вернуть людям эмоцию, и ты начинаешь сразу. В одном из первых матчей ты забиваешь с 25 метров. Не просто гол, а заявление. Эпоха меняется. В Барселоне быстро понимают, с тобой футбол снова становится событием. Люди идут на трибуны на Роне, как идут на концерт любимого артиста. И это редкая власть. Не статистическая, а эмоциональная. Ты приносишь клубу то, чего ему давно не хватало. Веру, что счастье возможно прямо сейчас. Ты вытаскиваешь Барселону из серости не лозунгами, а тем, как ты касаешься мяча. Команда выигрывает Ла Лигу. И в каждом городе Испании знают, у Барсы снова есть душа. Ты делаешь футбол-шоу без унижения, шоу с радостью. Защитники падают не потому, что ты их презираешь, а потому, что твоя импровизация быстрее их логики. Самое важное происходит на тренировках. Там рядом с тобой бегает мальчишка, Лионель Месси. Ему 17. И он молчит больше, чем говорит. Ты видишь, как он смотрит на тебя. Впитывает паузы, движения, наглость, легкость. Ты берешь его под крыло, даешь уверенность, иногда подаешь мяч так, будто говоришь: «Не бойся, делай». Позже мир забудет, сколько в этих годах было твоего влияния. Но ты знаешь, ты не просто выигрываешь матчи. Ты передаешь огонь следующей эпохи. И пока огонь горит, Барса снова велика. Второй сезон становится тем самым недостижимым. Вы снова берете Ла Лигу и впервые за 14 лет выигрываете Лигу чемпионов. Тебя признают лучшим игроком УЕФА, ты берешь золотой мяч с огромным отрывом. И кажется, что конкуренции больше не существует. Ты играешь в футбол, который другим просто недоступен. Твоя магия – это не только финт. Это то, как ты заставляешь стадион улыбаться вместе с тобой. И потом Бернабеу. Тот матч, тот второй гол, тот момент, когда враги встают и хлопают. Это пик, который не нуждается в объяснениях. Настоящее величие выглядит именно так. Оно настолько очевидно, что даже ненависть не может его спрятать. Но у пика есть жестокое правило. Он не длится долго. И твой тоже. Германия, 2006. Бразилию называют сильнейшей сборной мира. Роналдиньо, Роналдо, Адриано, Роберто Карлос, Кафу. Все ждут карнавал, ту самую музыку футбола, в которой ты – главный инструмент. Но в четвертьфинале против Франции происходит странное, карнавал гаснет. Вы проигрываете 0-1, и матч становится болезненным именно потому, что ты почти невидим. Зидан, которому уже 34, ведет игру так, будто это его последний танец, и он переигрывает тебя на твоей же территории. В ритме, в паузах, в контроле. После турнира ты возвращаешься в Барсу не сломленным, но изменившимся. Что-то внутри уже сдвинулось. И этот сдвиг потом будет расти, пока не станет трещиной. Франк Райкард мягкий, он многое прощает, потому что знает. Ты даешь команде то, чего нельзя натренировать. И ты начинаешь пользоваться этой свободой слишком буквально. Ночные клубы, поздние возвращения, опоздания, лишний вес – все это постепенно становится привычкой.
Лапорта публично предупреждает: быть профессионалом – это больше, чем хорошо играть по воскресеньям. История доходит до абсурда. Однажды фанаты буквально вытаскивают тебя из ночного клуба и заставляют ехать домой. За несколько дней до важного матча. Ты еще остаешься великим, но уже не всегда. Магия все еще появляется, но все чаще, вспышками. А когда магия становится вспышкой, клуб начинает думать о будущем без тебя. И будущее приходит быстро, вместе с новым тренером и новой философией. В клуб приходит Пеп Гвардиола, и вместе с ним приходит новая религия – дисциплина, прессинг, структура, чистота. Он строит команду так, будто каждый метр поля должен быть под контролем. И в центре этого проекта – молодой Месси, который уже доказывает, что способен стать лучшим игроком мира. Тебе 28. По футбольным меркам ты должен входить в самый сладкий пик карьеры. Но ты приходишь на тренировки не в форме, пропускаешь занятия, теряешь свежесть. В системе Гвардиолы это смертельно. Решения принимают быстро. Лето 2008-го тебя продают в Милан за 21 миллион евро. Того самого игрока, который вернул клубу титулы и привел к Лиге чемпионов. Для публики это выглядит как конец эпохи. Для тебя – как удар по гордости. Ты все еще чувствуешь себя Роналдиньо, которого аплодировал Бернабеу. Но футбол уже начинает относиться к тебе иначе. В Милане ты иногда возвращаешь прежнего себя, и эти моменты пугающе прекрасны. Хэт-трик против Сиены, 2 гола Ювентусу, яркие вечера в Лиге чемпионов. Люди снова говорят: он вернулся. Газеты пишут о возрождении. Но ты чувствуешь разницу телом. Самое болезненное – 2010 год. Тебя не вызывают на чемпионат мира в ЮАР. Это не просто решение тренера, это знак эпохи. Того Роналдиньо больше нет. Ты еще можешь сделать невозможное в одном эпизоде, но ты уже не можешь быть невозможным постоянно. Ты возвращаешься в Бразилию, как будто закрываешь круг. Ты снова дома, Фламенго, потом Атлетико Минейро. Бразилия встречает тебя как человека-миф, но ты живешь без иллюзий. Ты уже не тот атлет, который мог уничтожить Бернабеу. Зато у тебя остается то, что было главным всегда – чувство мяча и способность одним действием сделать стадион счастливым. Иногда ты выходишь и делаешь финт или пас, от которого люди встают, будто их подбросило. И все понимают. Магия не исчезла полностью, она просто стала редкой. Последний большой пик приходит в 2013-м, когда ты выигрываешь Кубок Либертадорес с Атлетико Минейро. Это не возвращение в молодость, это последняя крупная печать на карьере. Твоя коллекция трофеев становится уникальной. Чемпионат мира, Кубок Америки, Кубок Конфедераций, Лига чемпионов Либертадорес, золотой мяч. Никто, кроме тебя, не собрал все это. Ты будто доказываешь, даже угасая, можно успеть сделать историю. Но жизнь готовит еще один странный эпизод. Уже не футбольный. Март 2020-го. Тебя задерживают в Парагвае из-за поддельных документов. 32 дня в тюрьме, потом штраф и домашний арест. Для мира это шок. Один из самых радостных игроков в истории сидит за решеткой. Для тебя это, наверное, выглядит как еще одна абсурдная сцена из жизни, где все всегда было на грани карнавала и хаоса. И даже там ты находишь мяч. Играешь в мини-футбол с другими заключенными. Сокамерники рассказывают, что ты улыбался. Конечно, улыбался. Ты всегда улыбался, потому что твой футбол никогда не был про страдания. Он был про легкость, про дерзость, про праздник. Ты был лучшим игроком мира всего пару сезонов. Меньше, чем у многих великих. Но никто не делал этого так. С такой радостью, с таким ощущением, что футбол – игра, а не работа. Когда улыбка ушла, ушел и ты. Но именно за улыбку тебе аплодировал Бернабеу. И именно она – твое настоящее наследие.